Здравствуйте, друзья! С вами Андрей и Пластмассовый енот, канал АТПА и не только. Сегодня мы разберем один из самых горячих дефектов в литье пластмасс – подгар. В этом выпуске мы покажем, как выглядит подгар вживую, разберем основные причины его появления, расскажем, как его предотвратить, чтобы ваши детали были идеальными. Но перед просмотром видео подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Спасибо! Что такое подгар? Подгар или термическое разложение – это дефект литья под давлением, при котором на поверхности изделия появляются темные пятна, полосы или следы обугливания. Это происходит из-за перегрева пластика или недостаточной вентиляции в форме, что приводит к локальному термическому разложению материала. Как же выглядит подгар? Как настоящий пластиковый ожог. Посмотрите на эти дефекты, будто пластик побывал в микроволновке. Подгар может выглядеть по-разному. Цветовая гамма – от грязно-желтых подпалин до угольно-черных пятен, как после настоящего пожара. Форма – хаотичные разводы, резкие полосы или локальные ожоги, особенно в труднодоступных местах. Текстура. Поверхность становится шершавой, иногда с пузырьками и трещинами. Видно, что материал буквально задохнулся в форме. Где чаще всего он встречается? Воздушные ловушки, глухие углы и узкие полости, где горячий воздух не может выйти. Зоны возле литников. Здесь материал особенно сильно перегревается от трения при впрыске. Тонкие стенки и ребра, где пластик быстро остывает, но газы остаются в ловушке. Слева идеальная деталь, справа жертва подгара. Разница очевидна. Если вовремя не принять меры, такой брак может поставить крест на всей партии изделий. Профессиональный лайфхак. Проведите пальцем по поверхности. Подгар часто ощущается как шершавое пятно, даже если визуально не очень заметно. Друзья, давайте разберемся, почему вообще появляется подгар. Это не просто случайный дефект, это всегда следствие конкретных ошибок в процессе. И сейчас мы разберем каждую причину по полочкам. Первая и самая очевидная причина – банальный перегрев материала. Здесь два основных сценария. Первый – слишком высокая температура расплава. Когда мы выставляем температуру цилиндра выше рекомендованной для данного пластика, материал начинает разлагаться прямо в цилиндре. Например, для АБС максимальная температура обычно 240 градусов Цельсия. Превысили на 20-30 градусов, и вот уже появляются первые признаки подгара. Второй – длительное пребывание в цилиндре. Бывает, материал задерживается в цилиндре из-за пауз в производстве. За это время он подвергается постоянному нагреву и начинает гореть. Особенно критично для термочувствительных пластиков вроде ПВХ или ПОМ. Видите эти пузырьки? Это уже начало термического разложения. Такой материал гарантированно даст подгары в изделии. Вторая группа причин – плохая вентиляция формы. Воздух должен свободно выходить, иначе он нагревается до критических температур и поджаривает пластик. Недостаток вентиляции. Если вентиляционных каналов мало или они расположены не там, где скапливается воздух, например, в глубоких ребрах, образуются воздушные карманы с температурой до 300-400 градусов. Засорение каналов, выпаров. Со временем вентиляционные каналы забиваются остатками материала, маслом или пылью. Проверяйте и чистите их как минимум раз в смену. Третья группа причин – ошибки в настройках процесса. Даже хороший материал в идеальной форме можно испортить неправильными параметрами. Чрезмерная скорость впрыска. Когда расплав впрыскивается слишком быстро, он сильно разогревается от трения. Особенно критично для тонкостенных изделий. Появляются характерные ожоги вдоль потоков материала. Неправильное давление. Избыточное давление держит материал в перегретом состоянии дольше необходимого, а недостаточное приводит к тому, что пластик движется слишком медленно и успевает перегреться. Наконец, причина может быть в самом материале. Даже идеальные настройки не спасут, если пластик изначально не подходит. Термочувствительные пластики. Некоторые материалы, ПВХ или поликарбонат, особенно склонны к термическому разложению. Для них нужны особые щадящие режимы литья. Влага и загрязнение. Недостаточно высушенный материал или примеси в грануляте при нагреве выделяют газы, которые вызывают локальные ожоги. Всегда проверяйте влажность перед загрузкой. Простой тест. Если при нагреве в тестовой плитке появляются пузырьки, материал нужно досушить. Последствия подгара. Почему это серьезная проблема?
Подгар – это не просто пятнышко на поверхности. Это сигнал, что в процессе литья что-то пошло не так. И последствия могут быть куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Давайте разберем, чем опасен подгар и как он влияет на качество изделий. Ухудшение внешнего вида изделий. Представьте, вы покупаете новый белый корпус для ноутбука, а на поверхности грязно-коричневые пятна. Вряд ли это выглядит презентабельно. Подгар сразу бросается в глаза и делает изделие дешевым. Пример из практики. В производстве бытовой техники даже небольшие потемнения на видимой части детали – это гарантированный брак. Клиенты просто не станут покупать товар с такими дефектами. Снижение механической прочности. Подгар – это не просто пятно. В этом месте материал уже частично разрушился от перегрева. Такие зоны становятся слабым звеном. При нагрузке деталь может треснуть именно здесь. Так, например, в автомобильных деталях, например, крепление панели, подгар снижает прочность на 20-30%. Это риск поломки прямо на дороге. Риск трещин и хрупкости. При увеличении видно, в месте подгара материал становится пористым, как губка. При вибрации или ударе здесь появляются микротрещины, которые со временем разрастаются. Пример. В корпусах электроники подгар часто приводит к тому, что крепежные отверстия лопаются при сборке. Результат – брак всей партии. Увеличение брака и затрат. Подгар – это не только испорченный материал, но и дополнительная сортировка, ручной отбор брака, повторная переработка, дробление, очистка. Простое оборудование пока ищет причину дефекта. Засорение формообразующей пресс-формы. При несвоевременном устранении причин подгаров, вызванных засорением вапоров или при излишней скорости впрыска на формообразующих пресс-формах, образуются точечные места налипшего пережженного материала. В тех местах, где на самом изделии формируются темные вкрапления, возникает необходимость очистки формообразующей пресс-формы. А если это хорошо отполированная поверхность, то при очистке возможно повреждение полировки в этих местах. Итак, подгар – это эстетический брак. Никто не купит товар с пятнами. Потеря прочности, риск поломки при эксплуатации, дополнительные расходы, сортировка, переработка. Далее мы обсудим, какие меры помогут предотвратить подгар на вашем производстве. Методы предотвращения подгаров. Практические решения. Теперь, когда мы знаем, чем опасен подгар, давайте разберемся, как его предотвратить. Я расскажу вам проверенные методы, от простых настроек до модернизации форм. Оптимизация параметров литья. Чаще всего подгар можно устранить, просто правильно настроив оборудование. Вот 3 ключевых момента. Снижение температуры расплава. Каждый материал имеет оптимальный диапазон температур. Например, АБС 220-240 градусов, полипропилен 200-230, нейлон 250-280. Превышение всего на 10-15 градусов уже может вызвать подгар. Проверьте настройки цилиндра и сопла. Лайфхак. Используйте инфракрасный термометр, чтобы проверить реальную температуру расплава на выходе из сопла. Корректировка скорости и давления впрыска. Слишком быстрый впрыск вызывает перегрев из-за трения. Слишком медленный дает материалу время подгореть. Как найти баланс? Начните со значений рекомендованных поставщиком материала. Проведите тестовые отливки, постепенно меняя скорость, плюс 5% за шаг. Идеальный параметр, когда расплав заполняет форму без подгара и недоливов. Уменьшение времени пребывания в цилиндре. Если материал задерживается в цилиндре дольше 5-7 минут, он начинает разлагаться. Особенно критично для небольших деталей. Решение. Оптимизируйте цикл литья под ваш объем. При паузах дольше 10 минут очищайте цилиндр или снижайте температуру. Для мелкосерийного производства используйте машины с меньшим объемом цилиндра. Улучшение вентиляции формы. Плохая вентиляция – причина 60% случаев подгаров. Вот как это исправить. Добавление вентиляционных каналов. Где нужны вентиляционные каналы? В глухих зонах, углы тонкие ребра, возле литниковых систем, на стыке подвижных частей формы. Параметры хорошей вентиляции. Глубина каналов 2,5, чтобы пластик не затекал. Ширина минимум 5 мм. Расположение. В местах скопления воздуха. Также требуется регулярная очистка форм. Даже лучшая вентиляция забьется без ухода. Чистите формы. После каждой смены продувка сжатым воздухом. Раз в неделю механическая очистка медными щетками. При появлении первых следов нагара полная разборка и чистка. Важно!
Не используйте стальные инструменты, они повреждают поверхность формы. Контроль качества материала. Предварительная сушка. Влага в материале, гарантированный подгар. Правила сушки. АБС 4 часа при температуре 80 градусов. Поликарбонат 6 часов при 120 градусах. Нейлон 8 часов при 80 градусах. Проверка. Перед загрузкой сделайте тест. Нагрейте немного материала между стеклянными пластинами. Если появляются пузырьки, досушивайте. Выбор термостабильных материалов. Для сложных деталей используйте специальные марки с добавлением, например, термостабилизаторы. Материалы с широким температурным диапазоном. Для ответственных деталей сертифицированные гранулы, не регранулят. Пример из личного опыта. Переход с обычного АБС на АБС с термостабилизатором снизил процент брака с подгаром на 40%. Давайте резюмируем план борьбы с подгаром. Первое. Проверьте настройки температуры и скорости. Второе. Оптимизируйте вентиляцию форм. Третье. Контролируйте качество материала. Попробуйте эти методы на своем производстве и напишите в комментариях, какие способы сработали лучше всего. Итак, друзья, главное, что мы сегодня узнали о борьбе с подгаром. Контроль параметров литья – основа качества. Запомните, даже небольшие отклонения в температуре или скорости впрыска могут привести к подгарам. Как говорится, лучше потратить час на настройку, чем неделю на переделку. Обслуживание форм – ваша страховка от брака. Пресс-форма как автомобиль, без регулярного технического обслуживания долго не проработает. Не забывайте ежедневно проверять вентиляционные каналы, раз в месяц делать полную диагностику формы, обучать операторов правилам обращения со оснасткой. Если вы хотите уменьшить процент брака на производстве, сэкономить на переработке материалов, делать продукты безупречного качества, жмите подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные ролики. Пишите в комментариях, с какими проблемами сталкивались вы, делитесь видео с коллегами, возможно, именно эти советы помогут им сэкономить тысячи. С вами был Андрей и Пластмассовый енот. До новых встреч в мире идеального литья. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.